Здравствуйте, меня зовут Вера Корнилова. Я нахожусь в Москве в своем магазине «Мама мыло». Уже больше 6 лет я варю мыло в формочке апельсин. И только недавно придумала, как сделать простую корочку этой апельсинки. И фотография этого мыла красуется в каталоге, который мы дарим всем покупателям зимой 2016 года. Что же нам понадобится? В первую очередь основа. Конечно же, прозрачная и белая. Покрашу я апельсинку оранжевым пигментом, а ароматизирую эфирным маслом апельсина. Давайте сварим мыло. Даю подсказку. Будет использована техника ла-манш. Если не все понятно, можете смотреть дальше. Итак, режем основу. Причем, как вы видите, ее довольно-таки много. Я рассчитываю, что здесь около 100 грамм или немного больше. Я сразу смешиваю и белую, и прозрачную основу. И отправляем в микроволновку. Основа уже горячая. Можно ее окрасить. Цвет должен быть насыщенно оранжевым. Вот такой цвет меня абсолютно устроит. И заливаем целиком формочку. Пока это смотрится странно, но дальше мы берем емкость с холодной водой и помещаем формочку в эту емкость. Тогда внешняя основа начнет быстренько остывать. И именно это мне и нужно. Палочкой можно нащупать, все ли у нас в порядке и достаточно ли у нас толщина корочки. И выливаем основу. А по краям она осталась. Вот так. Отлично. Смотрите, какая чудесная корочка. Дальше идет зачистка, потому что лицевая часть должна быть другой, она должна быть нарядной. Поэтому ножом под углом посерединке ведем по кругу, потом подцепляем. И снимаем все, что должно быть другого цвета. Вот так. Смотрим. Ну, где-то так. Края еще можно пригладить, чтобы они были поровнее, не так грубо срезанными. Но идея уже понятна. Дальше поступаем как с обычной апельсинкой. Заливаем прожилки белой основой. Для этого грею белую основу. Но в последнее время полюбила силиконовые стаканчики. Почему? Потому что основы нам сейчас нужно совсем немножко. Нагреть ее я должна достаточное количество, чтобы она у меня сразу вся не застыла. И наверняка что-то в стакане бы осталось. И чем удобен силиконовый стаканчик? Тем, что когда там у меня снова обратно застынет, я этот кусок вынимаю, перемещаю в пакетик, он меня ждет своей участи дальше. Отправляемся прямо в стаканчики. Количество основы совсем небольшое, поэтому плавится очень быстро. Сбрызгиваем спиртом формочку. С помощью пипетки набираем основу и заливаем. Снова сбрызгиваем. Так. Все пролилось. Излишки белой основы я уберу, когда она застынет. А пока можно заняться прозрачной основой, потому что все остальное у меня будет залито именно прозрачной. И чтобы не терять времени, сразу отправляем греться еще основы. Так. Тем временем
можно заняться и уже и белой основой. Для этого берем салфеточку и протираем так, чтобы удалить лишнюю белую основу. Основа у нас нагрелась. Так, ароматизируем. Слушайте, я эфирное масло апельсин забыла. Так, мандарин, апельсин. Вот он, апельсин сладкий. Продолжим. Десять капель. Размешиваем. Капельку пигмента. Вот так вот. Вот смотрится весьма сочно. Можно даже еще парочку капель. Вот такая красота. Перед тем, как заливать в нашу прекрасную апельсинку, дождемся появления небольшой корочки, чтобы не расплавить наши тонкие элементы. Вот у нас появилась пленочка. Значит, можно заливать. Сбрызгиваем спиртом форму и выливаем. Так, очередной пшик. Подождем, пока мыло застынет. Наше мыло остыло, можно доставать. Давайте попробуем. Пропускаем воздух. Вот наше мыло с корочкой, аккуратненькой, готово. А чтобы скачать шпаргалку к этому мастер-классу, кликните на апельсинку. Когда вы скачаете все шпаргалки к нашему сериалу, у вас получится целая книжка. До свидания.